по коридору. Купе. И там начал стрелять. Куда вы подошли? К двери. Двери какого купе? Ну, где сидели играли в карты. Я гарантию даю 100%. Его посадят, да, на 15 лет. Сейчас ему сколько? 20? Ну, пускай будет 21. 15. Это будет 35? Да, 36. Ну, 40 пускай будет. Выйдет, да? Он там будет знать, как жить будет в этом. Хорошо будет жить, да, знаете об этом? Ну, 8 трупов его будут преследовать всю жизнь, наверное, да? Я сам буду преследовать его. Я сам, лично. Я его в покое не оставлю, если его посадят. Я же буду знать, где он сидит, чем он занимается. Мы будем знать об этом. Ему все равно жизни нету. Лучше его пускай расстреляют. Все. Нет, пусть меня фотографируют во всех кинах, во всех фильмах, но я сказал, что Соколаус не виноват. Уважаемые жители Вильнюса и гости, просим вас поставить свои подписи под призванием за освобождение солдата Артураса Соколауса, который был вынужден браться за оружие, чтобы защитить свою человеческую честь во время службы в рядах советской армии. Нет, так не надо писать. Так писать не надо. Как будто бы это подвиг Артур сделал. Выстрел Артура. А чего вы не поставите, чтобы выстрел фашистов было? Вот почему так не поставить? Расстрел комсомольцев, чтобы вы написали. Вот так вот. Расстрел комсомольцев. Они комсомольцы, прежде всего, комсомольцы. Так надо так и написать, что... Или расстрел комсомольцев советских, или еще не знаю, как там написать. Karinis dalinys Leningrade. 87 vasarį eilinis Artūras Sakalauskas rašė namo. Mane ištiko nelaimė, kuri perbraukė visą mano gyvenimą. Bet aš nekaltas, ne. Paskutinis reisas padėjo tašką. Atleiskit už viską. Pakeliui Sakalauskas iššaudė savo būrio karius bei palydovą. Atplėšus vagono duris rasti 8 kūnai. Suimamas Sakalauskas nesipriešino. Ant jo kūno rastos gausios kankinimų žymės, nudegimai žaizdos mėlynės. O vos prieš 8 mėnesius Artūras rašė namo. Šiandien tapau tikras karys, kuris gali apginti ne tik savo tėvynę, bet ir gimtus namus. Žuvusiųjų akys, visi išlydėti su meile. Mirusiai neteisiami, bet vardan gyvųjų privalome pasakyti visą tiesą. Да, в действиях погибших есть состав преступления. И если бы ситуация обернулась иным образом, не так трагично все это выглядело в конечном результате, в конечном итоге, то наверняка, я считаю, наверняка эти люди были бы привлечены к уголовной ответственности. Если бы они выжили. Прямо. Да, если бы они были живы, да. Madžūnovo atminimas įamžintas mokykloje, tėviškėje, Uzbekijoje. Greta Afganistane žuvusio kario nuotrauka. Отдать ребенка, такого воспитанного ребенка, понимаете, служить в советской армии, позвоните, идите, заберите труп.
Ну, пошли, забрали труп, а тот, кто убил, до сих пор живой. И не судит. Хоть бы родители сидели, он там сидел, военный трибунал судили, сказал, вот за ваши преступления вам расстрел. Ну, потом пускай сами разбирают, мы бы успокоились. Вот я буду сдох, куда не поеду, Андижан поеду. Ну а что можно в Андижане сделать? Андижане, да? Да. Одним ведро бензин возьму, на час есть там ночью. Я в тот момент находился на кухне, топил печку. Дальше. Ну и Что после этого произошло? ну, до этого я получил, ну, очередные побои. Не выдержал. 14 reisų dieną prieš pat Leningradą Madžūnavas su Safarovu mane prikėlė, nutempė į tualetą ir primušė. Kurtulurum. Bir sırrı verip şpiyonluk etmişti. O şpiyonluğa çıkmış. Он уже давно готовился. Почему именно не доезжая до Ленинграда, там он совершил, почему Томск не совершил? Вот зачем он, немец, он в самолете пришел, сел на Кремль. Вот ему сел, захотел, чтобы вот это доказать. Мол, вот такой. И он хотел вот это убить людей и потом переходить через Финский залив в Финляндию, а потом за границей. А что он скажет, я убил 8 советских красных армейцев. Вот все. Paskui Madžūnavas mane laikė, o Safarovas bandė išprievartauti. Iš gėdos ir pažeminimo aš netekau nuovokos. Atsipeikiau nuo skausmo. Madžūnavas degtuku degino kojas. Nueidami abu juokėsi, sakė, tuoj per tave pereis visi. Kažkokia nesuvokiama banga pakilo viduje. Ginklai turėjo būti užrakinti. Tačiau būrio vado kupė buvo atlapo seifo su pistoletais durys. Дальше. Как держали в момент выстрела пистолета? Žymiausi šalies psichiatrai ekspertai nustatė, inkriminuojamų veiksmų metu Sakalauskas buvo fiziologinio efekto būsenoje. Ja sukėlė ilgalaikė psichiką traumuojanti beviltiška situacija. Tardomas, Artūras susirgo sunkia psichinė liga. Если я его поймаю, на куску разорву я его. Если я сам поймаю. Если его дали бы мне на руках, сказали бы, что хочешь, то и делай с ним. Я бы знал, что с ним сделать. Это первый больной с таким трагическим криминалом. Я проработала 25 лет в этой больнице. Это система, доведшая по капле. Это чистый, хороший человек. То, что с ним произошло, не присуще ему. Он совершенно не агрессивный. Он не готов был к таким поступкам. Это свалилось на него, как гром среди ясного неба. Он подвергался истязаниям.
которые там называются неуставные отношения, которые он терпел и переносил до последней черты. До последней черты. А вот там его перемкнуло. Жаль, знаете, спокойный парень. И разговаривал очень спокойно. У него не было всплесков каких-то эмоциональных. Ровно служил человек. Он служил, мне казалось, идеальный солдат. И когда я услышал о преступлении, вот о расстреле, я первым делом подумал, что слесарев расстрелял. Подумал, что Слесарев. Подумал, что кто-то слез. Слесарев. Слесарь. Что, выходит или что? Да, спускается. Спускается. Взял еще один пистолет. Vyresnysis seržantas Slesarevas kreipdavosi į mane tik necenzūriškai. Kelis kart per dieną muždavo briedį, liepdavo sudėti delnus prie kaktos ir smogdavo. Jeigu nepatikdavo, kaip sudėtos rankos, jis sakydavo kartoti. Dažnai tai darydavo prieš rikiuotę. Štindavo veidas, gėlė galva. Sykį kuopos Lenino kambaryje Slesarevas sėdėjo su Noskovu. Įėjau, Slesarevas grubiai liepė neždintis. Kai pasijutęs pažemintas trinktelėjau durimis, liepė grįžti, gulti ir 30 kartų atsispausti. Stojausi, jam pasirodė per lėtai. Jis sakė vėl gulti ir šliaužioti po Lenino kambarį. Kai nepaklusau, mušė briedį ir vėl vertė šliaužioti. Погибших, старший сержант по званию. Он допускал рукоприкладство не только в отношении Артура. И, в частности, был случай, когда он ударил солдата молодого, и этот молодой солдат попал, так сказать, получил кровоподтек, гематома у него была, и командир подразделения, взводный, видя это, просто-напросто его закрыл в кладовке и держал неделю. И у Артура был пример. Я помню, еще такие разговоры были среди старослужащих солдат, что если кто-нибудь вздумает стукануть, как говорится в армии, то есть рассказать, пожаловаться, вот, то сам же ротный взводный, если об этом узнает, то он сам же будет, то есть гонять. Ну, больше физо, больше работ, меньше спать, меньше есть. У него было 1000 способов решить эту проблему другим образом. Он имел возможность написать родителям об этом. Обратиться даже в нашу армейскую. И он не мотивировал свою просьбу, как вот мы знаем о том, что он просился перевести в другое подразделение, он ее ничем не мотивировал. Ну, это не соответствует действительности хотя бы потому, что нужно исходить из устава. Согласно воинского устава, солдат обязан обратиться по команде. То есть он должен обратиться к своему непосредственному начальнику, то есть тому же взводному. Я говорю свое мнение, о чем я знаю. Ну хорошо, а вот вы знаете, к примеру, что такое на армейском языке делать лося? Знаю. Что? Делать лося. Ну, я знаю из тех же подписочных газет. Вот это я первый раз узнал. И все. Ну, это из тех же газет. Вот вашу газету я читал, потом ленинградские газеты писали. Это военнослужащий ставит руки к колбу, и другой бьет по этим рукам. По рукам руки дают по лбу. Ну, вот. Не, он прижимает. Лось, пиво, першинг. Берут табуретку 2 человека. Один нагибается, кому-то першинг, соответственно, предназначен. И вот табуреткой со всей силы бьют. А велосипед? А велосипед это поджигают, спишь так, и тебе к ногам, к пяткам спичку подносят, допустим. Ну, соответственно, то ноги отрываешь и начинаешь ногами двигать. Да? А? Когда ноги горят уже, да? Ну, поджигают, конечно, больно, и ты начинаешь ногами двигать, и это кому-то показалось, что это велосипед. Да. Стали называть велосипед. Вот пиво, налить пиво называется. Это очень, когда особенно в учебной части. По почкам бью сзади, ни синяка не видно, ничего. Чисто из практики такого не было. Это уже потом, я вам говорю, это уже потом начали всплывать такие факты, что диву давался, откуда вот это все могло быть в этой роте.
И когда вот это все произошло, на свидании мы там были, полные глаза ужаса у него. И он говорит, если бы я знал, что это так произойдет, говорит, лучше бы я тогда в роте ударил табуреткой этого сержанта. Ой, не знаю, что в мене в голові не поміщається. Как это могло случиться? Как это все? Всех их жалко. Но я не знаю, как он не подумал ни о своей матери, ни об чем не подумал, я не знаю. Только ему расстрелять. Ой. Только надо давно уже расстрелять, давно надо. Я не знаю. Я не могу. Вот. Но они его вытянут. Они не виноваты. Нам так прокурор и сказал, умышленно пострелял, умышленно. Если бы он погиб, хотя бы в Афганистане, хотя бы. От чего погиб? От такой... От чего погиб? Мы не можем, чтобы он... Неправда это, что он так делал. Нет, мы не верим. Не верю. Никогда мой брат, племянник не мог такого допустить. Никогда я не поверю. Это настолько нежное дитё, что я не верю в жестокость. Все, кто погибли, ни одного ребенка нет городского. Все сельские дети, все труженики. Это дети, которые не знают ни рокеров, ни металла, ни рок-группы, ничего. Он даже говорил, что мам, я жил в деревне, мы никогда не знали, что творится в этом мире, какие бывают эти подлецы люди, а там теперь живем, и вы если бы знали, каких я плохих людей вожу. Давай. Пошел, по одному. Пока вот мы ехали, за 6 суток отношения между военнослужащими были какие-то странные. Даже я, не знаю человека, я никогда не буду ему свистеть, как собачке. Эй, ты иди-ка сюда. Не как по имени или как-то там что-то, какие-то дружеские отношения. Я говорю, ребята, ну как вы можете жить так? Как вы можете между собой относиться? Я говорю, я не знаю человека, кто сидит за стенкой, я его, может, первый раз вижу и последний. У него нет теплого белья, он едет в Сибирь, я ему отдаю и совершенно спокойно. Я знаю, что, может, я его больше не увижу. А вы здесь как собаки. Хуже, чем осужденные живете. Как относитесь к тому, что, скажем, берут молодых ребят по 18 лет и вот дают ему такую работу? Отрицательно. Отрицательно. Не то, что вообще нельзя парня, молодого парня, посылать на такую работу. Не работу, даже это служба, но какая-то служба. Чему он может научиться там? Охранять заключенных? Или издеваться над теми же заключенными? Что он там может почерпнуть с этой армии? Защитник Родины? Не то слово. Они оттуда могут выйти только зверьми. Дагана, смотри. Человеку дает небольшую власть над людьми. Заключенный никто. Никто. Они могут собаками травить. Они могут его ударить. Они конвоируют заключенных, попить не дают, в оправку не ведут. Начальник, отведи в туалет. Через 2 часа. 2 часа проходит, еще через 2 часа. И вот в сапог ребята ссут все. Или целлофановые мешки. Нам с детства вбивают, что осужденный какой-то враг. Просто-напросто человек жесточе становится, жестче. То есть, когда ему уже приходится увольняться, он уже, считай, прошел полжизни своей. Если они пришли мальчиками, хорошими, ничего не видели, ничего не знали, то, когда они столкнулись с этой службой, у них стало просто какие-то манеры садизма, что ли. Вот и просто начали к нам, молодым солдатам, относиться так же, как к заключенным. Madžūnavas buvo mano šaukimo fiziškai daug stipresnis. Jis elgėsi su manimi kaip su žemesnės rūšies padaru. Aš stengiausi jam neužkliūti, nereaguoti į jo įžeidimus. Kai jis mane muždavo, aš nesigindavau, nes jis visai sužvėrėtų. Kai mus drauge paskyrė į apsaugos būrį, aš labai nusiminiau. Jeigu nebūtų Madžūnavo,
Aš nebūčiau privestas prie nusikaltimo. Он мне не говорил ни про Слесарева, ни про Сафарова, ни про Никифорова, а именно про Маджунова. Потому что он больше всего не любил Соколаускаса. Вот. А не любил он потому, что он просто добрый был очень сильно. Маджунов говорил Соколаускасу: почему ты все сам делаешь, почему я заставляю, ты не можешь заставить. Он имел в виду молодых солдат, наверное? Допустим, того же самого меня. Я же молодой солдат был. Соколаускас старше, почему не заставляет меня, разговаривает, и это бесило постоянно. Так вот, я что-то говорю, в чем вся проблема в армии существует. Пока молодой, одна психология. Отслужил сам, уже все. Психология меняется так, как будто мозг заменили человеку. Его давило сильно, если с ним разговаривали грубо. Обращались, толкали, тем более пинали. Ну вот, Артур человек, который оказался... Посчитал, что остаться гуманным человеком, с чистой совестью, с какими-то своими идеалами, принципами, посчитал, что лучше ему остаться таким, чем выработать какую-то твердость, которая уже чуть ли у нас не узаконена, что нужно вот выработать в себе. И сразу он стал виноватым. Значит, нам нужно менять саму жизнь. И для того, чтобы у нас армия не откликалась теми же проблемами, которые существуют на gражданке. Jūs man pasakykit, kaip aš turiu paruošti savo antrą sūnų, kuriam dabar 14 metai, į kariuomenę. Ką, aš jį turiu jau dabar treniruoti, kaip reikia deginti kojas, kaip reikia, reiškia, peiliais varstyti į pamentės. Taip? Aš turiu auklėti. Ar kaip? Jeigu aš jį paruošiu, aš kitaip nemoku paruošti vaiko. Kaip mane tėvai išauklė, taip aš jį išauklėsiu. Bet tai aš jau tada netiduosiu kariuomenį. Ты говоришь, что какие-то А что ты должен? Мы же сидим за решеткой, они постоянно находятся перед нами. Мы по ним проверяли время, часов у нас нет. Но то и стараемся засекать, они должны заступать в караул по очереди. 2 часа отдежурил, 4 у тебя свободных часа. И попадало так, что Соколаускас заступал в караул там, через 2 часа, уже не в свой график. Наши обычно вот так Столыпинский пополам, вот стоите в нашей камере, вот так спить, а по нем или картошка, или что-нибудь, какая-то железка летит, в горбу ударить, он туда, нам-то не видно через сетку, а по нем кинуть, это ха-ха-ха-ха-ха-ха. Круг пройдет опять туда-сюда, пройдет, опять идет обратно, становится и опять около нашей. Дайте мне смену. 6 суток всю дорогу только он стоял. А эти козлы, старички, они над ним издевались. А кто больше всех издевался над ним? Черненький такой, блядь. Он считает, что вообще все случившееся с ним – это какая-то инсценировка. Это как бы испытывали его, как он себя поведет, что на самом деле все пострадавшие живы. Кто испытывает? Вот какая-то высшая сила. Один раз он сказал, что это инопланетяне, один раз сказал, что это, возможно, Бог, один раз сказал, что, может быть, сотрудники КГБ таким образом его готовят в школу разведывательную. Tarp šių žmonių yra ir Artūras. Filmavome jo palatoje kalinių pasivaikščiojimo metu. Gydytoja būgštavo, kad susitikimas su filmavimo grupe dar labiau pablogins jo savijautą. В нашей больнице 2 больных, которые были у нас непосредственно перед Артуром, это были студенты, которые были взяты в армию после 1-го курса обучения в институте. И эти все случаи похожи один на другой. Ну, личностью так называемого преступника и личностями пострадавших. Во всех этих историях вот, пострадавшим являются представители азиатских республик. Reiškia, per anksti mes apjungiam tuos brolius į vieną krūvą, šitaip gi negalima.
lietuviai, tegu tarnauja Lietuvoje, azerbaidiečiai savo tėviniai, armenai savo tėviniai, estai, tegu savo tėviniai tarnauja. Galbūt šito reikia. Juk kai reiks ginti tėvynę, tai mes vis tiek eisim. Ir seni, ir maži. Tai kaipgi galima ginti tėvynę, jeigu aš eisiu, jūs mane kankinsit, degysit kojas, skaldysit man galvą ir aš rytoj einu su jūsų kovą, tai aš jūs pirmiausia nušausiu. Он не приезжал. Что ты вещи говоришь? Ну, к чему ты эти вещи, глупости такие говоришь? Он говорит, у меня был только один страх, что вот сейчас они опять выйдут и опять все это продолжат. Он вообще говорит, что он конкретных лиц не видел в тот момент, когда он стрелял. Не различал. Но я ему задавала специальный вопрос. Все ли вот солдаты, которые ехали вместе с ним, принимали участие в издевательствах? Он сказал, все, каждый в меру своих возможностей, за исключением проводника, который при этом присутствовал и хохотал как лошадь. Вот это его слова дословно. Не могу сказать. Что у меня осталось? Проводник только. Погромче, пожалуйста. Проводника только. Помню. Запомнили только проводника? Да. Больше кто? Я считаю, там не было невиноватых. Потому что в той ситуации, в которой был Артур, им там было очень тяжело, и человек, который улыбался, для него был такой же, который над ним издевался. Тем более для него он был очень нежным существом. Каждая улыбка его, может, раздражала больше. Я считаю, что каждый там подписал себе сам свой приговор. Сначала, как его считали преступником, сейчас уже ясно, уже, наверное, всем, что, в принципе, он уже является жертвой. Вот сейчас 8 человек-то мертвы, он сам сейчас еще одна жертва, скажем, 9-ю. Боже, Боже, я все думаю, Господи. Наверное, такой страшной беды еще не было в нашей стране. Сейчас ставим на плацу телефон доверия, который свяжет напрямую, значит, командира части и меня с любым военнослужащим. Там ничего не надо набирать. Солдат может снять трубку и сказать, в зависимости от того, кто из нас на месте, все, о чем он думает. Есть гарантия, что человек, который воспользовался этим телефоном, он не пострадает? Я вам скажу от себя лично 100%. 100% гарантия. Paskutiniojo reiso pirmąją dieną Slesarevas vagono raktu prakirto ausį. Ir neduodavo ramybės nei dieną, nei naktį. Žiauriai muždavo. O susnusdavo, darė dviratį, degino kojas. Vertė jiems nuolat patarnauti, dirbti už palydovą. Kai kartą neišvaliau tualetos sumušė, įmurkdė galvą į unitazą. Armijoje vyksta grandininė reakcija. Seniai žiauriai elgėsi su naujokais, šie kaupė įtūžį, po to patys sužvėrėja ir išlieja vėliau ant jaunesnių. Сейчас все трезвонят на весь мир. Дедовщина, дедовщина. И представлять в таких ужасах эту дедовщину слабаки, которые идут слюнтяи служить в армию. Какая там дедовщина в этом маленьком сплоченном коллективе? Kai mane iškankino nežmoniškos patyčios, pasakiau prašysies pervesti į kitą kuopą. Slesarevas pagrasino, tik pamėgink.
Будешь 2 года умирать. Šį filmą taip pat skiriame Algiui Aglinskui iš Anykščių, nusišovė armijoje. Vidmantui Ambrasui iš Kazlų Rūdos, nusižudė armijoje. Antanui Bašinskui nuo Kauno, pasikorė armijoje. Artūrui Kaveckui iš Kvidarnos, pasikorė armijoje. Vidmantui Šliurpai nuo Panevėžio, pasikorė armijoje. Kaziui Šliurpai nuo Panevėžio, nusišovė armijoje. Eugenijui Tautvaišui nuo Radviliškio, nusižudė armijoje. Aušriui Telyčėnui iš Rokiškio, nusišovė armijoje. Gintautui Žaliui iš Kuršėnų, pasikorė armijoje. Ir visiems kitiems, negrįžusiems iš tarnybos, tarybinėje armijoje taikos metu.